Беспроводные наушники, которые имеют стильный дизайн как бокса, так и самих наушников, отличные материалы, беспроводную зарядку бокса, активное шумоподавление до 40 дБ с 3 режимами работы, время автономной работы, которое достигается до 32 часов вместе с боксом, водонепроницаемость класса IP55, датчики обнаружения уха, удобную анимацию при подключении наушников к смартфону, мультипоинт на 2 устройства, звучание Hi-Fi качества — это только малая часть того, что нам обещают производители в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Buds 3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Полетели. Распаковка. Вес упаковки 166 граммов. Упаковка выполнена в минималистичном дизайне в черном цвете. На коробке есть изображение модели и краткая информация на китайском языке, так как на руках у меня китайская версия данной модели. В конце концов, среди концов, она в 2 раза дешевле выходит. Пакинг неплохой, а в комплекте мы имеем бокс, сами наушники, силиконовые амбушюры, кабель для зарядки USB-A на USB-C и краткое руководство. Защитных наклеек в боксе достаточно, отклеиваются они, конечно, с трудом. Весит один наушник 4,6 грамма, а бокс без наушников 42 грамма. Размеры бокса составляют 67 на 53 на 25 мм, размеры наушников 39 на 20 на 19 мм. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Его размеры 8,7 на 6,5 мм. Да, наушники не маленькие, если сравнивать с Buds 3T Pro, то Buds 3 бокс слегка больше, как и наушники, но в целом они очень похожи друг на друга. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых иногда много в конце месяца, и мои контакты в описании. В прикрепе 2 моих волшебных телеграм-канала. Один телеграм-канал взаимопомощи, нас там больше 14 тысяч человек, а второй телеграм-канал скидок. Нас там уже больше 81 тысячи человек. Я там еще постю полезную информацию про распродажам, иногда какие-нибудь маленькие ролики, поэтому не забываем подписываться. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже 2 расцветки на выбор. Это темные с синеватым оттенком и белые. Дизайн бокса стандартный. Он привлекает по большей части тем, что выполнен из матового тактильно приятного материала и выглядит солидно. Форма прямоугольная с закругленными углами. Отпечатки пальцев не собирает, как и потертости. Но хорошо, что на Али уже можно заказывать защитный кейс. Качество материалов хорошее, как и сборки. В кармане не мешается, но компактным его не назовешь. На корпусе расположили надпись Xiaomi, LED-индикатор, кнопку сопряжения и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без каких-то проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, что очень удобно. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри все оформлено минималистично. Наушники в боксе не гуляют. Чтобы вытряхнуть, нужно приложить усилия, так как магниты, удерживающие уши, отрабатывают отлично. Я лично не вытряхнул. Полный цикл зарядки бокса около 1 часа. Беспроводная зарядка стандарта QI на борту, что удобно. Опять же, бокса. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза, что отлично. Саморазряд у бокса отсутствует. Переходим к ушам. Наушники выполнены из матового пластика с глянцевой вставкой. И выглядит это стильно, она не огромная. Сборка отличная, как и качество материалов. Посадка в ухе комфортная, из ушей они сильно не выпирают. При длительной носке уши не устают. И 2 часа можно спокойно слушать музыку, если не больше. Если потрясти головой, то наушники останутся в ушах. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона и область сжатия. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового помощника и переключение между режимами шумоподавления, прозрачности и обычным. Регулировка громкости также есть. На нажатие откликаются хорошо, ложных срабатываний, конечно же, не было. Управление очень удобное. Разумеется, если у вас уже были наушники с управлением через нажатие. Но вот команды настроены, как по мне, с отсутствием логики. В приложении есть возможность настроить нажатие, но придется выбирать. Это не есть хорошо. Разумеется, есть 2 приложения. Наше родное M8 и китайское. Команды сопровождаются глухими щелчками, переключение режимов шумоподавления приятными системными звуками. Наушники оснащены динамическими драйверами с 2 магнитами N52, катушкой Daikoku CCAW и прочной диафрагмой для передачи звука Hi-Fi класса. Активное шумоподавление до 40 дБ, что неплохо, но до топов далеко еще. Оно имеет 4 режима работы, а адаптивного режима нет. ANC показал себя достойно, так как он работает без каких-либо проблем. Нет постороннего сильного шума. Режим прозрачности тоже на борту с 2 режимами работы, один из которых усиление голоса. Данная функция показала себя относительно хорошо, ощущения вакуума нет, но по мне она бесполезна, потому что усиливает он не только голос, но и шумы. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают и переключаются бесшовно, автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Анимация есть, но только на смартфонах с операционной системой MIUI. Но отмечу, что через приложение Mi Buds M8 есть возможность включить анимацию даже на других Android смартфонах, но не на iOS системах. Полноценный мультипоинт на борту до 2 устройств, что очень упрощает жизнь. Датчик обнаружения уха есть, и отрабатывает он, не скажу, что молниеносно, и не скажу, что всегда хорошо. Если включать
включать-выключать в приложении, все это дело настраивается. У меня он идеально работал только с телефонами Xiaomi, с остальными телефонами по какой-то неведомой мне причине он бывает подглючивал. Полный цикл зарядки занял около 40 минут, заявлено 7 часов автономной работы на 50% громкости по кодеку AAC без активированного активного шумодава. По моим тестам отыграли наушники на 70% громкости. По AAC кодеку без активного шумодава 6 часов 10 минут. И в целом 7 часов они у вас, скорее всего, проживут. С боксом данная пара может прослужить до 30 часов в зависимости от настроек. Быстрая зарядка на борту и 10 минут в боксе дают 2 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IP55 только у наушников. Я искупал их в воде около 30 секунд, после чего просушил, и по итогу с ними все в порядке. Функционал не пострадал, и на звучание это никак не повлияло. Но вам я не советую погружать девайсы с подобным классом защиты в воду, так как они предназначены исключительно с защиты от пота или мелкого дождика. Данная модель может подключаться к приложению Mi Buds M8 и приложению Xiaomi Earbuds. Отмечу, что в приложении Mi Buds M8 некоторые настройки могут отсутствовать, в отличие от приложения официального Xiaomi Earbuds. Ко всему, на смартфоне Xiaomi доступно большее количество функций, чем на смартфонах других производителей, что, к слову, не совсем радует. На смартфоне Xiaomi настройки могут быть прямо во вкладке Bluetooth. Все зависит от версии MIUI. Для удобства нам предоставили возможность просматривать заряд аккумулятора как наушников, так и бокса в процентах. Далее есть настройка режимов шумоподавления, обновление прошивки, которая, к слову, мне еще не прилетала, но, возможно, они уже были обновлены до последней прошивки еще на заводе, потому что уши не первый месяц продаются. В настройках наушников можно настроить тапы, включить-выключить обнаружение уха, автоматический ответ, виджет в шторке уведомлений на смартфоне, проверить прилегание, включить-выключить предупреждение об утере наушника. Также есть функция абсолютная громкость для синхронизации громкости смартфона и наушников. Ее необходимо включать для того, чтобы у вас не было необходимости выкручивать на максимум сначала на смарте, а потом на наушниках громкость. Но согласитесь, это не особо удобно. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC и SBC через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал, что очень хорошо. Задержка на YouTube незаметна, как и в играх, но режим низкой задержки отдельно отсутствует. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума отрабатывают микрофоны, я бы сказал, хорошо, но не идеально. Окружающий шум глушит неплохо, как и ветер. Голос довольно сильно по мне все-таки искажается, а вот перегруз средний. Но в целом микрофоны не плохие. Примеры услышите сейчас. Тест микрофонов Xiaomi Buds 3 на улице, рядом с морем. Все максимально шумно. Разумеется, но каких-то лютых перегрузов быть не должно. Если просто будете с кем-то разговаривать, то примерно так у вас будет на пляже слушать собеседник. Разумеется, будут тесты на улице, разумеется, будут тесты в помещениях. Но, по большому счету, по мне, микро отрабатывают неплохо. Пример работы микрофонов рядом с улицей. И сейчас вы можете великолепным образом оценить, насколько хорошо микро у Xiaomi Buds 3, Redmi Buds 3 могут отрабатывать рядом с дорогой. Здесь не так уж дико громко, но довольно приличный ветерок, раз. И два, все-таки машин хватает, как вы можете сами заметить. Потому что же, пусть и движение не супер оживленное, но довольно оживленное. Вот так примерно они будут у вас в ушах держаться. По поводу сенсоров приближения, не раз за ролик скажу. Есть смартфоны, с которыми они отрабатывают великолепно. Это смартфоны Xiaomi и Redmi. А, допустим, с яблоком, ну, через раз. Сенсоры приближения. Либо это прошивка такая, либо еще что-то. Что есть, то есть. Звучание. Сразу отмечу, что производитель заявляет о том, что звучание настроено в соответствии с кривой HRTF и имеется калибровка студийного уровня. Но по факту всегда нужно отталкиваться от того, что мы имеем на выходе. На 100% громкости каша небольшая, но есть, и она появляется где-то только после 95% громкости, ниже ее нет. Запас громкости в наличии, как по мне, его будет достаточно всем. Я прослушал музыку не выше, чем на 70%, звук довольно сбалансированный и четкий. Бас глубокий и насыщенный, средний бас в наличии, но многослойный
достойность слегка трудновато заметить. Я бы сказал, ее здесь мало. Средние частоты хорошие, с неплохой проработкой, а высокие чистые и приятные, что удивительно для затычек. Сцена широкая, для ТВС-ок точно, ощущение пространства есть. Вокал отыгрывают ярко, инструментал различим. Однозначно звучание хорошее. Не скажу, что прям вау, но оно достойно и звучит очень энергично. Из минусов нет эквалайзеров, управление могло бы быть и лучше. Также вот эти качели с тем, что на смартфоне Xiaomi есть все функции в приложении. В приложении же некоторых нет, на других смартах тоже не особо радуют. И плюс у меня датчики приближения, повторяюсь, подглючивали с разными смартами. С Xiaomi не глючили, с другими, допустим, с Яблоком глючили. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она по мне максимально лояльна. Я не знаю, как я пропустил эти уши, но вот пропустил, и они все еще актуальны, потому что по большому счету железка внутри топовая, исполнение отличное, еще учитывая, что есть беспроводная зарядка бокса, это вообще цвет, блеск, красота. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi Buds 3, как по мне, хорошие беспроводные уши. Они имеют топовую сборку и материалы, выглядят круто. К сожалению, с управлением смириться я не могу, как и с тем фактом, что Xiaomi идет по стопам Apple в каких-то вопросах. Если в целом за этот прайс, который на Али данная пара стоит, отличный выбор. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, не забудьте написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Все, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Напоминаю про телеграм-канал скидок и взаимопомощи. Подписываемся. Скорее всего, вы смотрите во время того, как очередная распродажа на Али началась. Но, как вы знаете, распродажа на Али подразумевает просто то, что они корректируют курс в меньшую сторону. То есть, если у них курс был внутренний по доллару, а все равно товары мы все за доллары покупаем, несмотря на то, что платим в рублях, 69 на распродажу они ставят 63. И вот вам 10% мы получаем. Плюс еще как-то что-то скидывают сами продавцы. Опять же, если везет. Мониторить нужно все, проверять нужно все. Ну, вы поняли. Подписывайтесь. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.